Друзья, всем привет! В Германии мы с вами сейчас в последнее время слышим очень часто такую риторику, которую произносят разные политики, разные политические силы в Германии, о том, чтобы ускорить процедуру депортации беженцев из Германии в разные там неблагополучные страны, откуда эти беженцы приехали. Ну и чаще всего такие разговоры ведутся, чтобы ускорить депортацию в Сирию и в Афганистан. Почему? Ну, по известным всем нам причинам, потому что как раз таки выходцы из этих стран в последнее время, скажем так, совершили ряд особо тяжких преступлений. Ну, не буду говорить какие, вы все об этом знаете. Поэтому сейчас такая риторика, что надо всех преступников депортировать обратно там в Афганистан, чтобы их тут не было. Значит, и на фоне всех этих разговоров, вот что сообщают немецкие средства массовой информации. Германия снова приняла находящихся в опасности людей из Афганистана. Во вторник в Берлине приземлился чартерный рейс из Пакистана со 155 афганцами, как сообщило Министерство внутренних дел Германии. После этой информации, когда она была обнародована, опять в немецком публичном пространстве поднялся скандал. Да? Мол, как так? Тут мы говорим, что нужно наоборот депортировать беженцев в Афганистан, там, в Сирию, да, а тут вы привозите афганских беженцев в Германию, в столицу привозите, да еще и за счет федерального бюджета посылаете за ними в Пакистан самолет немецкий с немецкими пилотами, там их садят, этот самолет летит обратно с этими афганцами, афганскими беженцами обратно в Германию, то есть вообще уму непостижимо. Дело в том, друзья, что это афганцы, но это афганские беженцы, они не совсем простые. Это афганцы, которые сотрудничали с немецкими властями до вывода Бундесвера в 2021 году из Афганистана. То есть эти люди считаются талибами, которые пришли в 2021 году в августе в Афганистан. То есть талибы их считают предателями. И если, конечно, они попадут в руки талибам, то талибы их однозначно казнят. Это, я уверен в этом на 99,9%. Поэтому Германия об этом понимают политики и пытаются этих людей спасти. Такая же ситуация обстоит и с беженцами афганскими, которые сотрудничали с американскими военными. Даже есть фильм художественный американский, я его смотрел, не помню, как он называется, о том, что там одна семья афганская помогала американским военным находить вот этих вот талибов, террористов, там их обезвреживала, потому что он из местных был. И когда американцы покинули Афганистан в 2021 году, эту семью с собой не эвакуировали, бросили там в Афганистане. И эта семья пряталась там разными, не могла никак выехать. И потом этот бывший, вернее, американский военный, с которым сотрудничал этот афганец, значит, прилетает уже в частном порядке в этот Афганистан и, значит, забирает этого афганца и его семью в Штаты, там, пробивает им грин-карту и так далее. Ну, такой интересный художественный фильм. Вот это как раз таки такая же ситуация. Зеленые встали на защиту, и бывший председатель партии Зеленых Амит Нурипур вот что сообщил. Мы говорим о людях, которые помогали Бундесверу, которые помогали немцам в Афганистане в самых неблагоприятных обстоятельствах, чем местные жители. И поэтому находятся под угрозой. То есть не совсем корректный перевод, но суть вы поняли. Заместитель председателя парламентской фракции СПД Дирк Везе, СПД, скорее всего, объединится в коалицию вместе с Союзом, также выступил в защиту возобновления чартерных рейсов для афганцев в Германию. То есть он вообще говорит, что нужно почаще туда отправлять чартерные рейсы и забирать вот таких вот афганских беженцев в Германию. Они работали на наши войска в Афганистане, сказал он. Мы несем ответственность за тех, кто работал на Бундесвер, на местах. И подвести эти местные силы, я думаю, это неправильный путь. То есть подвести этих людей, это абсолютно неправильно, он говорит. Также высказалось Министерство иностранных дел Германии, потому что этот чартерный рейс был, конечно же, с ними согласован.
Все лица, находящиеся на борту самолета, успешно прошли процедуру допуска и получения визы, включая собеседование на предмет безопасности и проверки со стороны органов безопасности Германии, а также имеют действительные паспортные документы и действующие визы. Сняло напряжение своей такой информации Министерство иностранных дел Германии. То есть сказала, что эти люди, которые их привезли в Германию, они абсолютно безопасны, они ничего плохого в Германии не совершат, потому что они прошли проверку органами государственной безопасности ФРГ, то есть от них ничего плохого не стоит ожидать, поэтому мы их и переместили, то есть защищаем. В общей сложности Германия уже приняла такую категорию беженцев афганских, которая сотрудничала с немецкими властями в Афганистане до прихода талибов. Более 36 тысяч афганцев на сегодняшний день. И таких людей еще очень много. Почему выступают СПД за то, чтобы участить чартерные рейсы? Дело в том, что когда пришли к власти талибы в Афганистане в августе 2021 года, эти афганцы, которые работали с американцами и с немцами и с другими союзниками, они в большинстве случаев переместились в Пакистан, находятся в Пакистане. И как раз у них срок срок легального нахождения в Пакистане оканчивается, и им надо будет менять территорию. То есть им надо или будет в Индию уходить, там перебегать, или в общем в другую страну из Пакистана. Поэтому они просят уже усиленно, чтобы их забрали в Германию. Тем более они там начали уже оформлять практически все документы. Поэтому просят, чтобы быстрее это все, людей этих забирать, надо почаще осуществлять чартерные рейсы. Друзья, как вы считаете, правильно ли поступают немецкие власти, помогая таким афганцам? Или все-таки надо было их бросить и не помогать, то есть и не привозить их в Германию? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.